Всем привет! Сегодня мы с вами будем снимать мерки для построения базовых брюк. Для этого нам необходимо надеть что-то легкое и повязать на талии шнурочек. И первая наша мерка — это обхват талии. Это самая легкая мерка. Мы просто обвиваем вот так по шнурочку вокруг талии сантиметровой лентой, не впритык, не сильно расслабляем, а просто вот ровненько-ровненько, как она ложится, сантиметровая лента, так и измеряем. И записываем это значение. Следующая мерка — это обхват бедер. Все мы знаем, что фигуры у нас разные. И, например, на такой фигуре, как моя, то есть не ярко выраженными бедрами, очень непросто найти то самое широкое место. Поэтому я беру сантиметровую ленту, обвиваю бедра, можно сказать бедра чуть ниже талии. Вот так придерживаю. Сантиметровая лента не в натяжку и не расслабленная. И теперь потихонечку веду вниз, немножечко ослабляя вот здесь вот пальчики, да, то есть я должна легко пройти через это кольцо. И теперь записываю это значение. Для следующей мерки мне понадобится табуретка, либо какая-то ровная поверхность. Это может быть стул, это может быть диван, но диван не мягкий. Потому что мы с вами должны сесть ровненько, ровненько, вот так садимся. Спинка у нас ровненькая, шнурочек завязан на талии. И прикладываем вот так сантиметровую ленту к шнурочку. И до сидения, вот где у нас соприкасается со стульчиком, вот так соприкасаемся сантиметровой лентой, это и есть значение высоты сидения. Можно не вставать со стула. Мы с вами измеряем обхват колена. Под коленкой сантиметровая лента проходит, она прям туда в ложбинку и ложится. И по самой высшей точке колена. Записываем это значение. Для снятия следующей мерки, я думаю, табуретка нам уже не понадобится, но я ее оставила только для того, чтобы вам было более понятно и более видно, как измерить обхват щиколотки. Итак, для вас я вот так ставлю ногу, чтобы видно было мою щиколотку, и обвиваю сантиметровой лентой по косточкам, то есть не над косточкой и не под косточками, а именно по косточкам. Вот здесь у нас косточка проходит, и здесь у нас косточка проходит. Измеряем по косточкам и записываем это значение. Теперь мы с вами должны измерить длину брюк. Длина брюк измеряется от линии талии до пола по боковой линии нашей фигуры. Смотрите. Начало циферблата, то есть единичку, я опускаю вниз и прикладываю сантиметровую ленту вот так по боковой линии к линии талии. Таким образом я смотрю, чтобы единичка у меня касалась пола. То есть вот так сверху я прям смотрю. И вот здесь зажимаю сантиметровую ленту. И вот это значение и будет являться длиной моих брюк. Мы записываем именно ту мерку, которую сейчас измерили. Ничего не прибавляем к ней, ничего от нее не убавляем. И еще одна нам понадобится мерка — это высота бедер. Но, опять же, высота бедер для построения базовой выкройки брюк, высоту бедер можно просто рассчитать. Высоту сидения разделить на 3 и умножить на 2. Другими словами, нам понадобится 2/3 высоты сидения. Мерки мы с вами сняли, теперь идем готовиться к построению базовых брюк. Кстати, видео по построению базовых брюк будет не одно, а как минимум 2. Первое видео будет построение базовых брюк на фигуру без особых особенностей. То есть практически на стандартную фигуру. Может практически любой построить себе эту базовую выкройку. Второе видео будет для фигур с особенностями, но я советую всем без исключения просмотреть первую часть, потому что вторая часть, то есть второе видео по построению базовых брюк будет уже более такая сжатая, компактная, и больше акцента будет как раз на особенности. Поэтому вы начинаете смотреть, то есть полностью просматриваете первую часть, потом как дополнение просматриваете вторую.
Если вдруг хоть одному участнику швейной продленки не подойдет построение ни по первому, ни по второму видео, обязательно пишите комментарий под видео. Желательно, чтобы это был именно комментарий под видео, не просто какое-то сообщение. И обязательно указывайте, на чем сделать акцент. Что я, может быть, не проговорила, о чем-то забыла. Ну, мало ли, да, бывает, потому что у меня... Даже несмотря на то, что у меня было немало клиентов, я не скажу, что у меня там было очень много клиентов, и они были, ну, прям всех-всех-всех типов фигур. Не стесняйтесь, рассказывайте об особенностях своей фигуры. И, возможно, это будет не один комментарий, а несколько. И тогда мы соберем их все, и по этим комментариям уже сделаем дополнительное третье видео по построению базовой выкройки. То есть я считаю, что базовая выкройка должна быть у всех, по крайней мере, у тех, кто об этом мечтает. Ну а на сегодня всем пока. Желаю всем классного настроения. Ждите следующих видео.